Война, брат пошел на брата. Обострение на фронте. Пакет помощи на миллиарды. И рост патриотических настроений. Ура! Мы всех победим! Кого победим? Зачем победим? Ради чего? Кому это лично надо? Мне? Мне не надо. Дедушке? А зачем? Я смотрю на это все и чувствую, как у меня медленно закипают мозги. Люди реально сошли с ума. Реально. И иногда у меня такое впечатление, что среди людей нормально остался только я. Как можно пойти убивать какого-то другого человека? Не в кино, не в компьютерной игре, а по-настоящему. Кем нужно быть, чтобы пойти кого-то убивать? Взять автомат и выстрелить в такого же мужика, у которого тоже дети, тоже кредиты и тоже мысли. Как бы дожить до пенсии? За что? Вот реально, за что? За территорию? За идею? За какую идею? За то, что тебе какой-то дядя с телевизора сказал, что надо. Кому надо? Кто знает лично хоть одного дедушку, который сидит там, на этой вершине мира, который сам ни разу не был в окопе, которых своих детей не посылает в этот же самый окоп. Но он при всем при этом говорит, тебе надо идти кого-то убивать. Кого надо идти убивать? За кого? Нам безостановочно льют какую-то дичь в уши. Нам льют в уши ненависть. Причем каждый день. Из каждого утюга. Враги. Враги повсюду. Иноагенты. И они хотят нас уничтожить. А мы срочно должны сплотиться. И люди сплачиваются. В очередях. За гречкой. В комментариях под новостями. Поливают грязью тех, кто просто задает вопросы. Кто говорит правду. В ненависти. В ненависти к друг другу. Или к каким-то чужим. Каким чужим, опять же, непонятно. Ой. Нам всем почему-то ненавидеть проще, чем думать. Думать своей головой. Потому что на ненависть не требуется никаких усилий мыслительного процесса. Ненависть, она как сорняк. Растет сама по себе, если не пропалывать свои собственные мозги. И вот ты такой нормальный человек, и тебе уже так-то за 50. Сидишь, смотришь на это все и чувствуешь себя каким-то инопланетянином на этой планете. Реально. Как можно вообще верить или слушать, или защищать тех, кто посылает твоих детей умирать? Умирать за ихние дворцы, не за твои. Как можно верить в какие-то там духовные скрепы или идеи, когда вокруг сплошное воровство, ложь, обман? Может быть, я реально что-то не понимаю? Или все-таки я живу в дурдоме? В палате номер 6? Или, может быть, я просто глупый и вправду... Я и вправду чего-то не понимаю. Вот, смотрите. Я это дедушка. Я тот самый дедушка, который на вершине мира. И у меня дворцы, яхты, счета, дети в Лондоне, внуки в Швейцарии и собаки с личными поварами. Я уже наворовал столько, что моим правнукам хватит на 2 жизни. И сиди, наслаждайся. Зачем тебе этот трэш? Для чего тебе это война, убийство? Чего тебе еще надо? Тебе помирать завтра. Зачем? Вы знаете, я сидел и думал, я пробовал отвечать себе на эти вопросы.
логически. Как мужик, который привык чинить все в своей жизни сам. От крана до телевизора. И знаете, к каким выводом я пришел? А им мало. Им реально мало. Они как наркоманы, которые сидят на дозе. Это какая-то болезнь. Нет, серьезно, я не шучу. Это реально какой-то психический диагноз. Называется атрофия чувства насыщения. Как у реальных наркоманов. Только наркоманам нужна доза, чтоб не ломала. А этим дедушкам нужна доза, чтобы чувствовать себя живыми. Они просто не могут сидеть у камина и читать внукам сказки. Им скучно. Скучно, блин. Когда у тебя в этой жизни есть абсолютно все. Чего может желать обычный человек? И что остается? Остается только играть в игры мирового масштаба. В солдатики. В масштабах всей планеты. Двигать армии, менять законы, смотреть, как внизу копошатся муравьи, и наслаждаться, плевать на них с высоты и бить тапком. В чем кайф? В чем реально кайф? В чем кайф этого развлечения? В чем кайф, когда для тебя люди как муравьи? В чем кайф смотреть на то, как они корчатся и страдают? В чем кайф видеть людей как фигурки какие-то на карте, как юниты, как ресурс? Я лично не понимаю. Ой, а самое смешное, вот ты, дедушка, у тебя уже геморрой, ты на таблеточках, и ты на вершине мира, и тебе не спится. Тебе же не спится спокойно. Потому что ты точно знаешь, все, что ты наворовал в этой жизни, это не твое. А еще так-то на минуточку в могилу ничего с собой не утащишь. Ты знаешь, и мы это знаем. Ой, и хочется спросить у этих дедушек, мне, вот серьезно, тебе самому не надоело жить среди идиотов? Война. Война – это идеальный инструмент, на который можно списать все. Воровство, время тяжелое, родина в опасности, низкие зарплаты. Почему у вас низкие зарплаты? Потому что враг у ворот, нужно потерпеть. У нас в стране людоедские законы, особый период. У нас особый период. Ты серьезно? Серьезно, все в порядке. Сам в стрессе, люди в стрессе. Мне интересно, вот этим дедушкам никогда не приходит самим в голову. А почему, собственно говоря, у них муравейник такой убогий? Всем этим дедушкам самим не приходит в голову мысль, что они сами заложники. Сами заложники, которые сидят в клетке полного идиотизма. Не, вот серьезно, никому из этих дедушек в голову не приходит никогда мысль, блин, да я что-то устал. Я хочу на пенсию. К розам и к внукам. Наверняка приходят, но мне не дают. Генералы, чиновники, губернаторы, силовики. Вся эта кодла, которая кормится с моей руки. И вдруг, если я им скажу, что все, мир, дружба, жвачка, разбегаемся, и меня тут же сожрут, а мне страшно. Потому что остановка – это смерть. Потому что вдруг меня кто-нибудь спросит, а куда, собственно говоря, я дел бюджет? А почему у моей дочки замки в Испании? А почему это я отдавал все эти приказы?
Бедный я бедный, несчастный я несчастный, не могу остановиться. Мне вот серьезно. Все эти дедушки, они реально думают, что они спасители этого мира. Что если они вдруг исчезнут, то весь этот мир рухнет. Что они это последний оплот чего-то там духовного против разврата. Мне интересно, он правда верит во все те сказки, которые ему шепчет в оба уха 1000 подхалимов? И он реально поверил, что он Бог? Ой, ты так-то на минуточку уже старый пердос и уже давно не различаешь, где твоя личная выгода, а где благо государства. Где благо для всего народа? Ой, как можно сидеть и искренне, прям искренне думать, что если ты закручиваешь гайки, если ты посылаешь людей в окопы, то ты кого-то там спасаешь. Ну вот серьезно, кого ты спасаешь? От кого? Кого ты спасаешь? От своей собственной глупости. От кого ты спасаешь? Своих собственных детей от желания жить в Европе? Или что? Я реально не понимаю. Или вот серьезно, кому вот на старости лет, если он действительно с головой, может прийти в голову мысль, что он это миссия. Миссия, которая не может остановиться и должна идти до конца. Даже если в конце пути все человечество ждет братская могила. Ну, это серьезно. Что с головой? Ой. Сижу я такой, думаю обо всем об этом, рассуждаю и думаю, а что делать мне? Вот мне, простому мужику, которому за 50, который просто хочет тихо прожить свою жизнь, оставшиеся годы. А что их тут-то осталось, лет 20-30? И знаете, каким выводом я пришел? А мне остается только одно. Не участвовать. Не участвовать во всех этих играх. И ничего не бояться, потому что я просто тупо уже устал бояться. И бояться-то мне, собственно говоря, в этой жизни уже нечего. Перестать бегать, перестать суетиться, перестать участвовать во всех этих крысиных бегах и не верить никаким сказкам. Потому что у меня своя голова на плечах, и я точно знаю, как мне жить. И я не хочу никого ненавидеть. Я хочу всех любить и улыбаться. Мне вообще не интересно кого-то ненавидеть, потому что я точно знаю, что такой же Василий, который сидит где-то, не знаю, в Израиле, в Соединенных Штатах Америки, тоже не хочет никого ненавидеть. Ай. Честно, я не знаю. Я не знаю, что может измениться в этом мире. Причем при моей жизни. Потому что я смотрю, и у меня такое впечатление, что весь этот театр абсурда не закончится никогда. Но знаете, что я знаю? Я точно знаю, что если я сохраню в себе человека, если я не позволю делать этим дядям, которые сидят где-то там, озлобленного из себя зомби, то это уже победа. Моя личная победа. Маленькая, незаметная, но победа. Остаться нормальным человеком. Жить по совести. И не быть идиотом. А еще я знаю, что когда-нибудь... Обязательно когда-нибудь, может быть тогда, когда мои собственные внуки вдруг меня спросят: дед, слушай, а как ты, собственно говоря, выжил в это безумное время? Я им отвечу: знаешь, внучок, я просто никому не верил, кроме самого себя. Я не верил ни в какую злобу и ненависть, я верил в добро.
Я просто смотрел на небо, пил чай и знал, что все это временно, что все пройдет, и эти дедушки тоже пройдут. Искренне желал всем им просветления. Искренне желал, чтобы все, что они натворили в этом мире, к ним же и вернулось. И чтобы у них наконец-таки наступило просветление. Потому что, внучок, я точно знал, что все они временные, а небо, облака, они вечные.